Здравствуйте! Сегодня я предлагаю приготовить одну из самых популярных начинок для торта из моих заказов. Здесь у нас используется обычный классический бисквит, карамельный муссовый слой. Следующий у нас идет хрустящий слой, который состоит из макаронажа и малинового курда. И верхний слой у нас крем-чиз. Эта порция четко рассчитана на высоту 10 сантиметров, но в описании под видео я подробно напишу, сколько нужно порций для двухъярусного торта, так же как подкорректировать начинку для себя либо для клиента. Ну и большой плюс, все это можно приготовить ручным миксером. Приготовим классический бисквит. Для этого нам нужны вот такие ингредиенты. Взбиваем яйца со щепоткой соли и щепоткой ванилина до появления легких пузырьков и легкой пены. После этого высыпаем сахар и теперь уже взбиваем в пышную пену. Масса должна увеличиться где-то в 5 раз в объеме и стать намного светлее. Показателем того, что она готова, вот если начинаем подсыпать муку, мука не должна опускаться на дно, а держаться сверху. Значит, яйца взбиты правильно. Вымешиваем муку легонько лопаткой до полного соединения с массой. После этого обратно подсыпаем муку и снова вымешиваем. Муку я подсыпала где-то в 4 этапа. Бисквитное тесто должно остаться легким и воздушным. Переливаем тесто в форму и выпекаем при 160 градусах 30 минут. Готовый бисквит проверяем шпажкой, она должна быть сухая, значит бисквит готов. Оставляем в помещении, чтобы бисквит остудился. Приготовим макаронаж. Соединим пудру и муку и просеем через сито. Отставляем пудру с мукой в сторонку до нужного момента. Выливаем 80 граммов белка и начинаем взбивать. Белки лучше брать комнатной температуры, чтобы сахар лучше растворялся. Взбиваем белки до мягких пиков и теперь начинаем добавлять сахар и взбиваем дальше. Сахар я добавляла в 5 этапов. Промежуток между порциями сахара 1 минута. Здесь лучше использовать мелкий сахар, чтобы он быстрее и лучше растворялся в белках и чтобы у нас получилась хорошая меренга. Взбиваем на максимальных оборотах до хорошей плотности. У нас должна получиться вот такая хорошая плотная меренга. Теперь к меренге добавляем белок и высыпаем туда просеянную пудру и муку. Пудру я использовала обычную магазинную, в составе которой есть крахмал. Теперь у нас важный момент – замешивания макаронажа. Макаронаж у нас замешивается с помощью лопатки и только в одну сторону. Миска проворачивается в другую сторону. Вот такими простыми движениями все время по кругу вымешиваем, замешиваем тесто, так чтобы и белок, и мука, и пудра все соединилось. При вымешивании делаем пробу, смотрим, как стекает макаронаж. Если слишком густой, домешиваем дальше. Но здесь главное не перемешать, чтобы макаронаж не был слишком жидким. Правильно приготовленный макаронаж должен медленно сползать с лопатки. Из этой порции нам нужно приготовить 2 коржа. Поэтому делю макаронаж на 2 ровные части. Заливаю в мешок сначала одну часть. Для выпекания макаронажа я использую силиконовый пергамент. А перед этим нужно начертить на пергаменте 2 круга нужного нам диаметра. Отсаживаем макаронаж с помощью кондитерского мешка. Делаем круг немного уже, чем по рисунку, так как тесто все равно чуточку потом расползется. Макаронаж нужно готовить от начала до конца, отходить нельзя. Если вы заметили, у меня подло порвалась перчатка, но я не могла оставить тесто, поэтому поменяла перчатку уже после приготовления. В данном случае мы готовим коржи для торта, а не печенье макарон, поэтому мы можем сразу выпекать. Можно несколько раз отстучать, чтобы лишний воздух вышел, и отправляем в духовку на 130 градусов на 40 минут. Выпекаем вверх-вниз
без конвекции. Готовые коржи оставляем остудиться на столе, после чего можно немного подровнять, отрезать лишний край до нужного нам диаметра. Готовые коржи легко должны отходить от силиконового пергамента. На ощупь они хрупкие, хрустящие, но в то же время внутри могут быть мягкими и тягучими. Практически такие, как печенье макаронс. Теперь приготовим малиновый курт. Соединяем сахар с крахмалом в сотейнике и хорошенько вымешиваем. После этого добавляем свежий фреш от малины. Здесь не должно быть косточек, поэтому сок малины лучше процедить через сито. И также хорошо вымешиваем. Ставим на умеренный огонь и нагреваем до тех пор, чтобы сахар растворился. Как только сахар растворился, снимаем с огня и добавляем 3 желтка и 1 яйцо. В данном случае я уже их соединила. Добавляем частями и взбиваем. Добавление яйца и взбивание занимает минутки 2-3. Теперь ставим эту массу на умеренный огонь и уже не отходя все время помешиваем. Нам нужно заварить эту массу до загустения. Как только вы видите, что масса начинает густеть, мешаем очень интенсивно, чтобы ничего не пристало ко дну. И здесь главное не упустить момент, забрать вовремя, чтобы яйцо не сварилось как бы. После этого снимаем с огня, еще немножко домешиваем, потому что сотейник горячий и где-то там крахмал может все равно пристать. Вымешиваем хорошенько, дно у нас должно быть чистым. На данном этапе, если хочется, чтобы этот слой был более плотным и хрустящим, можно добавить в горячий курт 50 грамм белого шоколада. Оставляем курт остудиться до комнатной температуры. После этого добавляем масло и вымешиваем миксером. Готовый курт убираем в холодильник. Приготовим чиз-крем. Взобьем масло с пудрой и с ванилином до посветления и легкой пышности. Добавляем сливочный сыр, в данном случае я использую маскарпоне, и взбиваем до образования крема. Если хочется сделать вот этот слой менее жирным, вместо масла можно использовать откидную жирную сметану. Ну и переходим к приготовлению карамельного мусса. Как приготовить карамельный топпинг, есть ссылка в описании. Соединяем желатин с водой и оставляем набухать. Выливаем сливки в емкость для взбивания. У меня здесь упаковка ровно 200 мл. И туда же добавляем сметану жирностью 20% и добавляем карамельный топпинг. Теперь нужно все эти ингредиенты хорошенько вымешать, чтобы они соединились между собой, и ставим на паровую баню. Нагреваем массу до горячего состояния, немножко больше, чем 60 градусов, и добавляем набухший желатин. Теперь все это хорошенько вымешиваем, чтобы желатин полностью растворился в массе. Как только желатин растворился полностью, убираем с паровой бани. Оставляем в помещении остудиться до комнатной температуры. Либо можно охлаждать в холодильнике. Все у нас готово, теперь будем собирать торт. Лучше всего собирать в кольце и с ацетатной пленкой. Вырезаем остывший бисквит из формы и разрезаем его на 3 ровные части. На дно кладем часть бисквита, выливаем сверху карамельный мусс и убираем в холодильник на минут 15, чтобы мусс немного схватился.
После этого можем формировать полностью весь торт. Сверху кладем бисквит. Теперь уже пропитываем его. После этого выкладываем половину курда. После курда идет хрустящий корж. И вторую часть курда выкладываем на него. Второй хрустящий корж. При взборе в кольцо коржи макаронаж будут немного трескаться, но в этом ничего страшного нету. Здесь целостность коржа не имеет значения. Сверху выкладываем чиз-крем и последний бисквитный корж. Также хорошенько пропитываем и убираем торт в холодильник для отстаивания. Этот торт нужно ставить минимум на 6 часов. Я его не выдержала 6 часов, торт простоял 3 часа. Издержки съемки не было времени больше ждать, поэтому он не пропитался так, как нужно. Торт с такой начинкой получается достаточно тяжелым и мокрым сам по себе. Но посередине хрустящий слой остается хрустящим до самого конца. Для такой сборки, как собирала я торт, нужно использовать обязательно для покрытия крем-ганаш, либо стабильный крем, в котором есть шоколад. Если будете пользоваться другим кремом, то хрустящий слой макаронаж и курд нужно изолировать, сделать дамбу каким-нибудь стабильным кремом. Несмотря на то, что слой у нас хрустящий в середине, торт нарезается легко. Этот вариант, который я вам сегодня показала, это один из самых востребованных начинок для праздничных тортов. У этого торта нет названия, поэтому если у кого-то есть желание, придумайте ему название. Ну что ж, надеюсь, ничего не упустила. Если будут вопросы, пишите в комментариях. Напоминаю, что вся нужная информация есть в описании под видео. На этом говорю пока. До следующего выпуска.